Ой, привет, с вами Гео. Что ж, смотрю, история Посейдона не оставила вас равнодушными. Думаю, многие только тогда впервые осознали, какими мудаками по жизни были древнегреческие боги. Глупость, лицемерие, сексуальная озабоченность, идиотские понятия о справедливости. Вот качества, которыми, по мнению древних греков, обладали всемогущие существа, которые правят миром. А что там с богами других народов? Сегодня я предлагаю отправиться, так сказать, в колыбель цивилизации и посмотреть, во что верили древние египтяне. Эту страну начинают проходить в школе в 5 классе. Но сейчас вы вряд ли что-то помните, кроме пирамид, мумий и фараонов. А между прочим, там было много чего интересного. Но так как у нас тут рубрика «Мифы в реальности», значит и рассказывать я буду не про самих египтян, а про их богов. Если точнее, то про одного из самых главных божеств – великого и ужасного Сета. Кем был этот чувак с головой непонятного животного? Всегда ли он был злым и в чем вообще выражалось это зло? Начать стоит с того, что Древний Египет существовал несколько тысяч лет, и за это время мифология там успела несколько раз поменяться. Так что если я буду обо всем этом рассказывать в подробностях, то ролик будет занудным душнилом. Вам это не надо, мне это не надо. Поэтому я решил сосредоточиться только на самом новом варианте легенды, когда в Египте сменилось уже штук 20 династий. Они пережили раскол, нападение гиксов и перестали строить пирамиды. В общем, куча чего произошло. А их мифы приобрели более-менее устойчивые черты. Например, Сет окончательно превратился чуть ли не в сатану, хотя изначально в Южном Египте его вполне себе считали добрым богом и защитником Ра. Поэтому и тот образ Сета, о котором я сейчас расскажу, сформировался в обществе совсем других египтян, уже не тех, что строили великие пирамиды Гизы. Тем не менее, эти легенды самые подробные, и люди реально в них верили. А значит, я не вижу никакой проблемы, чтобы взять их за основу. Ну а еще перед началом напомню, 120 тысяч лайков и выйдет следующий выпуск. А также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Там постоянные анонсы, разборы и общение. Ну и напомню, что про Сета я буду рассказывать не как про эпического героя, а так, будто это было реальное существо со своим характером, ошибками и божественной тупостью. Итак, первое, о чем хочется поговорить. А что это, собственно говоря, у Сета такое с башкой? Почему, если других богов изображают с головами животных, то там все понятно? Вот Ра, у него голова сокола. А это, что еще такое? Как он этим говорил вообще? Итак, сегодня у нас в гостях бог Египта Сет. Интересно, а как вы с этой головой говорите? Ну что ж, Сет, спасибо за честные ответы. Удачи вам с вашей башкой. А это внезапно не больная фантазия жреца под грибами, а настоящий зверь – трубкозуб. Такое вот африканское млекопитающее с телом свиньи и ушами зайца. Я бы сказал, что выглядит это чудо крайне небожественно. Ну да ладно. Откуда вообще появился Сет? Как и в древнегреческой мифологии, у египтян верховные боги тоже не были представителями первого поколения богов. Но сначала должен был появиться мир. Откуда на земле появились люди, животные, деревья? Когда стало светить солнце? Кто зажег в небе звезды и поместил месяц, чтобы он ночью заменял солнце? Что ожидает человека после смерти? Эти вопросы волновали людей в любые времена и в любых цивилизациях. И как же на них отвечали египтяне? А им казалось, что и природа, звезды, и растения, и даже горы – это живые существа. И не просто живые, но еще и со сверхспособностями, которые в случае чего могут применить на благо или во вред людям. Так что их лучше лишний раз не обижать. А самих богов египтяне представляли как супергероев. Ну то есть буквально как мутантов из Людей Икс. Просто обычные чуваки, но очень сильные колдуны. Их даже можно убить при очень большом желании. А появились первые боги из Великого озера. Типа, раньше был один сплошной мировой океан, но воздуха при этом не было. И температуры. Очень странная концепция. Ну да, египтяне, конечно, в современной физике не разбирались, так что им простительно. Короче, через много-много тысяч лет, когда ничего в мире не менялось, воды вдруг забурлили, и наружу вынырнул великий бог Атум-Ра. Посмотрел он, что вокруг ничего нет, и решил сделать все. Взлетел над океаном, произнес заклинание, и вот так появилась первая суша.
Полетел Атум-Ра над своим созданием и загрустил, что никому не может похвастать. А значит, надо создать себе аудиторию. Значит, сел он такой, дунул, плюнул и сотворил бога Шу и богиню Тифнут. Вот только он подзабыл, что еще как бы нужно создать и свет. Ни хрена ж не видно. Поэтому оба новых бога моментально потерялись. Создатель мира, мое почтение. Но это еще не все. Ра из-за своей глупости впал в такую панику, что не придумал ничего лучше, чем вырвать себе глаз и отправить его на поиски пропавших. Этот глаз внезапно засветился и стал искать богов, словно око Саурона. И, разумеется, нашел. Ра был так благодарен собственному глазу, что воткнул его себе в лоб. И с тех пор этот глаз как бы имеет собственную волю, может замечать врагов и сжигать их буквально лазерными лучами. Как вы поняли, я не зря сказал, что египтян боги были супергероями. В общем, бог Шу женился на Тифнут, и родили они еще двух богов. Геба — это бог земли, и Нут — богиню неба. То есть это было уже как бы третье поколение богов, но, как вы могли заметить, Сета среди них все еще не было. Терпение, скоро все будет. А пока хочу сделать важное замечание. В отличие от греческих богов, египетские не пытались друг друга свергнуть при всяком удобном случае. И в целом жили довольно мирно. Геб и Нут настолько сильно любили друг друга, что вообще всегда и всюду ходили только в обнимку и родили тысячи звезд. Но отношения с детьми у них были странные. Каждое утро Нут открывала рот и проглатывала своих детей. Правда, в отличие от греческой мифологии Крона, каждую ночь она рожала их обратно. Но тем не менее, ее муж в какой-то момент устал это терпеть и решил наказать жену. Но ничего не вышло. Пришел их папаша Шу, сказал: «Ты что, дебил, что ли? Дети ж, никуда не пропадают, не умирают, не жалуются. В общем, раз ты такой дурак, то попробуй-ка пока пожить отдельно от жены». Шу взмахнул руками и устроил жуткий ураган, который оторвал небо от земли. Ну и попутно там еще всякие острова появились, горы, реки, континенты и прочее. И стали люди расселяться по миру. Ах да, люди. Как-то я про них совсем забыл. Это неудивительно. У египтян появление людей посвящено довольно мало места. Их там левой пяткой лепит из глины какой-то далеко не главный бог. Между завтраком и ужином. И в принципе на людей там вообще всем плевать. В эпоху старших богов к ним относятся как к каким-то насекомым. Даже не требуют себе поклоняться. Ну бегают себе там, что-то чирикают, ну и пускай бегают, вообще пофиг. И тем удивительнее, что именно это время у египтян считается золотым веком. В чем его золото, непонятно. Сами египтяне думали, что это было время, когда боги жили с людьми бок о бок на одной земле. А бог Геб был не просто богом, а прямо реально царем Египта. Так продолжалось еще несколько десятилетий, а потом Ра какого-то фига обиделся на свою внучку, богиню Нут. Почему? Неизвестно, но очень сильно. Настолько, что придумал проклятие. Отныне и навеки обрекают тебя не рожать детей ни в один из 360 дней в году. А так как слово верховного бога закон, то так и получилось. Тут вы могли заметить, что я сказал 360 дней в году. Да, египтяне думали, что изначально в году было именно столько дней, но потом все изменилось, и вот как. Кстати, если бы не это событие, то про Сета я бы вам сейчас не рассказывал, он бы просто не родился. Короче, Нут, разумеется, была в шоке. Видимо, ей было мало тысяч детей, которых она глотала каждое утро. Ей хотелось еще. От безысходности она обратилась к Тоту, богу мудрости. Мол, можно это как-нибудь переиграть? Тот ответил, что слово «ра» — закон, но есть один способ. Не печалься, сестра, сейчас все будет. Хранительницей времени тогда была Луна. Она постоянно тусила в одиночестве на небе и скучала. Тот прилетел к ней и говорит: «А давай-ка играть в шашки». Ну, не знаю, может и не в шашки, а в какую-нибудь другую похожую древнеегипетскую игру. Не так уж и важно это. Важно, что играть он предложил на деньги. А так как денег у Луны не было, тот предложил сыграть на время. Чё ей стоит отнять от каждого дня по несколько минут? Никто ж не заметит. Луна согласилась и, конечно же, проиграла. И тут выяснилось, что у нее все плохо не только с шашками, но и с математикой, потому что проигранного времени хватило на целых 5 дней.
Тот ответил, что, мол, ничего не знаю, ставка есть ставка, так что лунный год теперь будет короче, а мои 5 дней я прибавлю к солнечному году. И вот с тех пор лунный год длится 355 дней, а солнечный 365. Ну и самое главное, на новые 5 дней не распространялось проклятие Ра. В принципе, ничего не мешало ему проклясть и эти. Но тот, кажется, был не только богом мудрости, но и наглости. Он заявил, что дарит эти дни самому великому богу из всех – Ра. Ну и было бы странно, если бы Ра проклял дни, которые посвятили ему же. Вот так у богини Нут появилось целых 5 дней в году, чтобы рожать новых детей. И родила она еще 4. В первый день на свет появился прекрасный мальчик, и назвали его Осирис. Его первый плач был настолько громким, что задрожала земля. Не знаю, как вы, я бы от такого точно испугался. Но боги заявили людям, что только что родился великий царь, творящий добро. Так что живо все радоваться. Но радоваться особо долго не пришлось, потому что еще через 2 дня наконец на свет появился наш сегодняшний герой, маленький, злобный и уродливый младенец Сет, с огненно-рыжими волосами и красными глазками, которые враждебно смотрели на мир. День рождения Сета сразу стал считаться в Египте несчастливым. Даже спустя многие тысячелетия в этот день египтяне старались не принимать никаких важных решений. Вот тоже прикол. Тут поневоле затаишь злобу на весь мир, если твой день рождения все считают проклятым днем. Я родился, и теперь каждый мой день рождения будет считаться несчастливым. А где Сиси? Походу, нам придется избегать важных решений на его день рождения. Ну а в 4-й и 5-й день у Нут родились еще 2 дочери – Исида и Нефтида, которых по божественным законам братья возьмут в жены. Прошло много лет, и старые боги начали стареть. Да, прикиньте, в отличие от вечно молодых греческих богов, у египтян боги могли стареть и дряхлеть. Великий и могучий Ра стал совсем плох. Люди перестали его почитать и бояться. Геб тоже уже не мог управлять страной. Так и старшие боги решили удалиться от людей на небо и тусить там на пенсии в свое удовольствие, кататься на солнечной лодке, пить коктейли и ни в чем себе не отказывать. А царство над Египтом передали выросшему Осирису, мудрому, мужественному и кроткому. Ну прям настоящий святой, а не царь. А теперь давайте я вам расскажу, что за царство он получил. Напомню, египтяне считают это золотым веком. Так вот, во время золотого века люди были дикими и темными, питались какими-то корешками, ловили мелких животных и в страхе убегали от крупных. А если на Египет обрушивалась засуха, то они начинали есть друг друга. А еще люди не знали лекарств и умирали от самых простых болезней. У них не было ни письменности, ни законов. И это, золотой век! Смерть, болезни, каннибализм. Спрашивается, а таким ли уж хорошим царем был этот Геб, если у него было не царство, а тупо сборище дикарей? Осирис решил, что надо что-то менять. Дошло до того, что ему пришлось объяснять людям, какие поступки добрые, а какие злые. Осирис научил людей находить целебные растения, сеять пшеницу, поливать ее водой из Нила, а у египтян появилась даже письменность и астрономия. Люди наконец-то поняли, зачем им вообще нужны боги, и стали восславлять Осириса и строить ему храмы. Был только один чувак, которому все это нравилось – Сет. Он Осириса просто ненавидел с детства, а теперь стал еще и завидовать. Вообще, на самом деле, природа этой злости была не совсем понятна. Тут Сет выступал скорее как злодей из классических старых фильмов. Он плохой, потому что плохой. И все, чем он занимался, это просто придумывал план, как заполучить трон Осириса себе. Пожалуй, Сет был единственным прям злобным богом из всех других в Египте. Это тоже его важное отличие от древнегреческих. Там боги себя вели в основном как мудаки, но никто из них не был прям злом во плоти, а вот Сет был прям конченый. Но его планам постоянно мешала жена Осириса, Исида. Она не зря была богиней волшебства, могла лечить любые болезни и разрушать злые замыслы. Спойлер, на самом деле это было сильное преувеличение. Иногда Исида показывала себя далеко не как самый лучший в мире врач, но об этом потом. Осирис правил в Египте 28 лет, что по божественным меркам вообще ерунда. И вот тогда Сет дождался своего шанса. Исиде понадобилось куда-то надолго уехать, и Сет придумал гениальный план. Ну, точнее, план на самом деле дурацкий, на который мог купиться только круглый идиот. Но наивный Осирис, вероятно, тоже был небольшого ума. Это, кстати, походу, общее правило у всех древних богов. Несмотря на сверхсилы, уровень их интеллектуального развития редко был выше, чем у 15-летнего подростка.
В общем, Сет послал своих прислужников ночью во дворец Осириса, чтобы они сняли со спящего бога мерку. А потом по этой мерке Сет заказал сделать шикарный саркофаг. Ну то есть, по сути, гроб. А потом прислал к Осирису гонцов с приглашением прийти к нему на пир. Мол, он позабыл все старые обиды и зовет дорогого брата вместе тусануть, пока жен нет дома. Осирис с радостью согласился и даже отпустил слуг и охранников. Сет и его дружки наперебой говорили царю, какой он офигенный, мудрый и красивый. А потом Сет как бы невзначай сказал, что «А посмотрите-ка, какой тут мне сделали красивый гроб». Звучит будто сюрреализм какой-то, но куча богов всерьез стали во время пира восхищаться гробом, со словами типа, что это изделие воистину достойно богов. Дичь просто. А потом еще все начали упрашивать Сета подарить им этот саркофаг, на что Сет ответил, что окей, базара нет, но он готов отдать гроб только тому, кому он идеально придется по размеру. Смекаете? И боги реально начали ложиться и примиряться. Офигеть, конечно, древнеегипетская Золушка нашлась. Ну и разумеется, так как Сет специально сделал саркофаг под Осириса, то он ему идеально подошел. Сет радостно сказал: «Окей, братишка, ты выиграл, гроб твой», и захлопнул крышку. Подбежали его подручные, заколотили гроб и до кучи обмотали его веревками, а затем в темноте вынесли к Нилу и бросили в воду на середине реки. Тут как бы тоже вопросики к Осирису есть. Как это могущественный бог не смог справиться с саркофагом? А в чем у него сила-то вообще была? Как я понял, Осирис в Египте был, походу, единственным богом, который ни разу никаких чудес не демонстрировал. Ну короче, гроб кинули в реку, а река унесла его куда-то в море. После этого радостный Сет отправился во дворец Осириса и заявил Исиде, что он тут теперь царь, и пошла-ка она отсюда вообще вон. А куда дело тело Осириса, он не скажет, чтобы люди его поскорее забыли и привыкали к новым порядкам. Мне эта история, кстати, напоминает короля льва. Сет ведь и реально чисто шрам. В общем, что он делал в качестве царя, непонятно. Вроде людям не вредил, никого убивать не приказывал, а просто сидел на троне довольный и все. А Исида в это время отправилась искать тело мужа. Она была богиней волшебства, так что сотворила сильное колдунство и узнала, что гроб с Осирисом пристал у берега где-то рядом с городом Бибо. Но пока она туда шла, над гробом выросло дерево, и местный царь приказал его срубить и сделать из него колонну для своего дворца. Когда Исида добралась до места, то расплакалась, что ничего не нашла. Странно, почему она опять не могла поколдовать и понять, что гроб с Осирисом буквально в паре километров от нее, как бы непонятно. Как бы там ни было, плачущую богиню застали на берегу служанки царицы, но не поняли, что это богиня. Даже когда она расчесала им волосы, и те вдруг стали необычайно красивы. Типа, ну бывает, ничего удивительного, мы ж все резко становимся красивыми. Они рассказали о странной незнакомке царицы, и та приказала привести ее во дворец. Она тоже поразилась доброте этой женщины и решила оставить у себя. Да не просто оставить, а поручила ей кормить и воспитывать своего сына. Так Исида стала жить во дворце в качестве служанки, не подозревая, что тело Осириса все это время было рядом. Исида ухаживала за мальчиком, кормила его волшебным образом. Молоко у нее выделялось прямо из пальцев. В благодарность за доброту царицы она решила сделать ее сына бессмертным. Для этого по ночам Исида зажигала волшебный огонь и ставила в него ребенка. Опять же звучит дико, но огонь был волшебный и не причинял мальчику вреда. Это продолжалось до тех пор, пока однажды царица случайно не заметила необыкновенный свет в комнате сына. Она вошла в комнату, увидела ребенка в огне и нехило так офигела. Закричала, позвала стражу и в панике приказала схватить злодейку. Ну, собственно говоря, нормальная реакция заботливой матери. Но вот Исида в этой ситуации повела себя пипец как странно. Напомню, что до этого ее все описывали как кроткую, вежливую и добрую женщину. А тут она прям рассвирепела, одним взглядом убила стражников и преобразилась в богиню с солнечным диском над головой. А потом заорала на царицу, мол, как ты посмела помешать мне? Хотя, блин, а что она еще могла поделать? Она тут вообще-то царица. Она видит, как ее служанка пытается сжечь сына и зовет стражу. Че не так-то? Тем не менее, это вполне понятная реакция почему-то дико возмутила Исиду. Она прям наехала на женщину, мол, я хотела сделать твоего сына бессмертным, но из-за тебя теперь ничего не получится, так что ты сама во всем виновата. Вот, держи своего сына, как видишь, он цел и невредим. Потом Исида случайно задела колонну. Она разломилась пополам, и оттуда вывалился саркофаг с Осирисом.
Исида увидела его и громко закричала от горя. Но крикнула она так громко, что сын царя, про которого Исида только что сказала, что он цел и невредим, не вынес крика и умер. Офигеть. В общем, мораль сей басни такова: не пускай к себе в дом богов. Они 100% найдут, на что обидеться и как за это отомстить. В общем, так началась следующая глава. Труп Осириса нашли. Теперь нужно было понять, что с ним делать-то. Исида спрятала саркофаг в дельте Нила и пошла посоветоваться со своей сестрой Нефтидой. Нефтида, кстати, была женой Сета, но сбежала, когда тот убил Осириса. А еще у нее был сын Анубис. Но все знали, что это на самом деле ребенок Осириса, а не Сета. Как вы поняли, Сета вообще никто не любил. Понятно, что он такой злой был. У Исиды было желание достойно похоронить мужа, но на гроб во время охоты случайно наткнулся Сет. И почему-то так испугался видом мертвого брата, что разрезал его тело на 14 кусков и разбросал по всему Египту. Он боялся, что Исида решит применить свое сильное колдунство и оживит брата. Хотя на самом деле она хотела его просто похоронить. Но теперь, глядя на то, как Сет надругался над телом, решила, что оживить его не такая плохая идея. Орехи, тростник. Входите. Свежий тростник. Уважаемый, а вы кому это продать хотите? Тут же никого нет. Вроде бы. Так я туда ходил и туда ходил. Там тоже никого нет. Лучше уж тут сидеть. Надежнее. Я вот попросил помощи у богов. Надеюсь, великий Ра меня услышит. Понятно. Кажется, у меня есть вариант получше. МТС-маркетолог. Рекламная платформа для привлечения и удержания клиентов на основе Big Data МТС. Это что еще такое? То, что поможет тебе найти клиентов, Big Data МТС позволяет показывать рекламу только той аудитории, которая, скорее всего, заинтересует твои товары и услуги. А это значит меньше трат на рекламу, выше эффективность. Ты сам настраиваешь геолокацию, демографию и даже интересы аудитории. Тут еще самый широкий список инструментов: СМС-рассылки, пуш-уведомления, баннеры на сайтах, реклама в соцсетях. И все это по уникальной базе абонентов на 65 миллионов человек. У МТС-маркетолога приятный и понятный интерфейс. И, кстати, пользоваться им удобно даже с помощью смартфона. Каждый из вас может запустить эффективную рекламную кампанию с платформой МТС-маркетолог. Попробуйте. Говорят, у вас тростник можно купить, дайте 10. И тут в истории у нас появляется еще один бог – Гор. Это вообще один из главных богов Египта. А на его противостоянии с Сетом держалась чуть ли не половина мифологии. Гор – это сын Осириса и Исиды, который родился уже после убийства отца. То есть, если так посчитать, он был правнуком Ра. В общем, этот Гор предложил офигительную идею: как оживить Осириса. Надо просто собрать его тело по частям и смазать его целебными травами. Как все просто оказывается. Господи, что ты делаешь? Пытаюсь оживить курицу. Но вообще, давайте-ка, чтобы 2 раза не вставлять, я вам немного расскажу про детство Гора. Не про все, а только про пару моментов. Вы же помните, как я вначале сказал, что его матерью была Исида, которая считалась самым лучшим в мире врачом, способным вылечить что угодно. Так вот, 2 случая. Первый. Однажды на остров, где рос маленький Гор, налетел такой горячий ветер, что ребенок буквально загорелся. Уж не знаю, какая там была температура и почему никто и ничто, кроме Гора, больше не загорелось, но прибежала Исида и потушила пламя. Молоком из своей груди. Вот уж точно чудо-эликсир. А второй раз маленький Гор наступил на Скорпиона и чуть не умер. Тоже, конечно, интересно, что бога может убить укус Скорпиона. Но что еще интереснее, так то, что Исида металась туда-сюда и понятия не имела, как помочь сыну. Она даже не понимала, что это вообще все из-за укуса, пока не пришел бог Тот и не объяснил ей, что к чему. Тоже мне великий врач.
Ну а пока Гор взрослел, Исида с помощью Тота и Нефтиды собирала тело Осириса по кусочкам. И, видимо, Сет не очень старался их прятать, потому что поиски заняли всего 12 дней. А потом Гор решил, что он достаточно взрослый пацан, чтобы отомстить за отца. И вызвал Сета на поединок. Получилось, честно говоря, так себе. Сет победил в одну калитку, порубил Гора на кусочки, вырвал ему глаз и разбросал по земле. Что тут непонятного, так это то, зачем он так парился с Осирисом и саркофагом. Но, как и супергерои в комиксах, египетские боги никогда не умирают до конца. Поэтому Гора можно было оживить. 64 разрубленные части по всему свету собирал Тот, а потом срастил их вместе так, что даже шрамов не осталось. Чудо, не иначе. Спрашивается, а чё он с Осирисом так же сделать не мог? Ведь там всего 12 или 14 частей было, это же намного меньше. Тот сделал только одно исключение. Не стал Гору вставлять на место вырванный глаз, а сказал пойти и скормить этот глаз трупу Осириса, чтоб тот ожил. Ой, я, если честно, вообще не понимаю, как эта магия вообще работает. Но она работает! Осирис реально проглотил глаз и восстал из мертвых. Тут как бы и сказочки конец. Царь вернулся. Он, по идее, должен был занять законное место во дворце, но почему-то и ему, и другим богам было на это наплевать. Так что Гору пришлось идти опять сражаться с Сетом за честь бати. На этот раз битва длилась 10 дней, и долго никто не мог победить. В какой-то момент Сет опять выбил у Гора глаз. Вообще, судя по мифам, у египтян была какая-то нездоровая фиксация на глазах, а Гор умудрился кастрировать Сета и лишил его половины силы. Вот так добро победило. Гор привел связанного Сета к отцу, боги стали петь и танцевать и закатили огромный праздник. А Осирис благородно передал трон Египта Гору и отправился править в загробный мир. Но Сет, разумеется, на этом не успокоился. Иначе как он был бы богом зла? Естественно, надо было придумать какую-то пакость. Если не получилось силой, значит надо хитростью. И он, как ни в чем не бывало, обратился к высшим богам с претензией, что вообще-то по закону царем должен быть именно он. То есть он убил брата, убил его сына, который, правда, потом воскрес, всячески показывал, что вертел он божественные законы на одном месте, а потом, как ни в чем не бывало, приходит и требует трон себе. Типа, Осириса же нет, правильно? Ну и пофиг, что его там оживили. Главное, что он отказался от трона и ушел в подземный мир. А значит, следующий по старшинству я. Все же логично. И боги реально собрались на суд. Сначала все говорили, что царем должен стать Гор, но потом старый Ра возмутился, что никто не интересуется его мнением, и начал топить за Сета. Разгорелся спор. Гор возмущался, что боги сошли с ума, если думают, что власть можно отдать Сету после всего, что он сделал. Сет угрожал всех тут поубивать, если его не признают наследником. Ну и тогда боги не придумали ничего умнее, кроме как решить дело поединком. Справедливость уровня бог. В этом было даже меньше смысла, чем в суде поединком у людей. Там хотя бы была логика, что бог обязательно поможет тому, кто прав. А какие боги должны были помочь, если поединок между собой устроили другие боги? Но у Сета тут были конкретные опасения. Он боялся, что Гору начнет помогать его мать, поэтому поединок решили устроить на отдаленном острове. А лодочнику приказали не перевозить никого похожего на Исиду. Кажется мне, что защита явно слабовата, если речь про самую сильную волшебницу в мире. Исида, разумеется, оказалась не дурой, превратилась в старуху и в таком виде подошла к лодочнику. Говорит: «Отвези меня на остров, я везу еду своему сыну, который там пасет коров». Лодочник посопротивлялся, мол, ну, как бы не велено никакую женщину перевозить, похожую на Исиду. Та ответила: «Разве я похожа на нее? Посмотри, какая я старая и бедная». Ну и вот тебе еще один аргумент. Золотое кольцо. Вообще не подозрительно. Бедная крестьянская бабка предлагает золото для того, чтобы привезти пастуху немного хлеба. Ну и что сделал лодочник? Разумеется, согласился и перевез Исиду на остров. Там она пошла в сторону пирующих богов и по пути превратилась в красивую девушку. Сет увидел ее и тут же влюбился. Ну и что делает настоящий бог, когда влюбляется в смертную? Обязательно к ней подкатывает. Сет спрятался за деревом, а когда девушка проходила мимо, сделал так: «Пс, эй, девушка, поехали со мной, тебе лес покажу». На что Исида картинно заломила руки и толкнула вот такую речь. Вообще ни с чего. «Не зови меня, великий господин. Я была женой у пастуха, и у нас родился сын. Мой муж умер, и сын взял скот своего отца. Но вот пришел чужой человек, вошел в мой дом, прогнал сына и отнял у него скот.
Я прошу тебя, вступись за моего сына, верни ему наследство. Сет, конечно, возмутился и стал себя бить пяткой в грудь. Мол, какой кошмар! Злодея надо срочно побить палкой и прогнать. Тогда довольная Исида приняла свой обычный облик и со смехом сказала: «Значит, побей палкой самого себя, придурок. Ведь это ж была история про тебя». Сет заплакал от злости и побежал жаловаться великому Ра. Типа, какой ужас! Исида оказалась на острове и обманула его. А я же предупреждал. А Ра ответил, что это, конечно, печально, но максимум, что мы можем сделать, это наказать лодочника, который не смог выполнить простую просьбу. На царство реально, походу, надо отдать Гору, ведь ты косвенно сам это признал. Но Сет в очередной раз отказался признавать поражение и полез пытаться брать Гора на слабо. Типа, ты чё, решил спрятаться за юбкой мамочки? Боишься со мной сразиться? А давай превратимся в двух бегемотов и нырнем в реку. Кто дольше продержится под водой, того и трон, йоу. Гор ответил: хрен с тобой, давай. Нырнули они в реку, но Сет так долго продержаться не смог. Он проплыл куда-то в тростники и вынырнул так, чтобы его никто не видел. Посидел там, значит, дождался, пока вынырнет Гор, а потом подкрался к нему и снова вырвал глаза. Да сколько, блин, можно? Потом Сет закопал глаза где-то под горой и, насвистывая, вернулся к другим богам. Типа: «Привет-привет, а что, Гора до сих пор нет, что ли? О, как странно. Так он поди проиграл спор, застыдился и спрятался где-нибудь». Поверили ему, разумеется, далеко не все. На поиски отправилась богиня Хатхор и нашла ослепленного Гора под деревом. Ну и, конечно, тоже его вылечила моментально. Вообще, кажется, зрение в Египте умели лечить любым способом. На этот раз Хатхор просто поймала газель, надоила из нее молока и залила Гору в глазницы. Вот и весь рецепт. Господи, блин, а это зачем? Трава не помогла, нужно что-то посильнее. Когда обман Сета опять вскрылся, Ра ему прямо недвусмысленно намекнул: «Хорош уже, а? Ну очевидно ведь, что тебе не выиграть». Но Сет продолжал вести себя как обиженный подросток. Устраивал истерики и требовал все переиграть заново. Типа: «А давай теперь построим каменные лодки и проплывем на перегонке челлендж. Кто победит, тот и царь». Гор снова согласился, но с условием, что это испытание будет последним. Поединок назначили на следующий день. Сет отправился в горы, отколол дубинкой вершину скалы и вытесал из нее громадную ладью. А Гор решил на этот раз схитрить. Он построил лодку из дерева, но сверху обмазал ее гипсом, чтобы казалось, будто она из камня. На следующий день Сет, разумеется, утонул прямо около старта, а Гор спокойно себе поплыл. Что сделал Сет? Признал поражение? Да, конечно, сейчас. Вплавь бросился за лодкой Гора и стал орать, что убьет его. Выглядело это скорее жалко, чем страшно. Сет уже конкретно задолбал позориться. Гор спокойно поджидал его в лодке, а потом достал копье и недвусмысленно намекнул, что готов им проткнуть Сета до самой задницы. Сет мгновенно переменился в лице, если лицом можно назвать эту жуткую морду, и начал молить о пощаде. Причем не у Гора, а у Ра. Типа: «Смотри, великий Ра, твоего внука хотят убить. Какой кошмар! Приди, помоги, а то мне попу проткнут». Забавно это слышать от того, кто подло убил другого внука Ра. Ну да ладно. Ра медленно поднялся с кресла и величественно попросил Гора не убивать Сета в попу и провозгласил его царем Египта. Тут еще был забавный момент, что Гор разозлился на Исиду, когда она тоже попросила не убивать Сета и чуть не выгнал ее из дома. Вот такой вот благородный герой. На этом египетские легенды практически и заканчиваются. Гор стал великим царем Египта, но последним из богов, кто сам правил на земле. Потом, спустя много лет, он вознесся на небо, а власть в Египте перешла людям, а золотой век закончился. Впрочем, я так и не понял, что в нем было такого золотого. Ну а что Сет? Забыл он свои злодейства? Ну, честно говоря, фиг его знает. Людям-то он, походу, так ничего плохого и не делал, что за время своего правления, что после. А когда он окончательно проиграл, то Ра взял его к себе в небесную лодку и повелел устраивать гром, чтобы люди боялись и поклонялись могуществу богов. Как-то, скажем, прям, совсем не солидно для самого злого существа во вселенной. Он скорее похож на мелкого пакостника-истеричку. Это во многом сказано с тем, что формирование культа Сета происходило в тесной связи с развитием египетского государства.
Его слепили буквально из отдельных кусков самых разных религий, поэтому он и получился таким карикатурным. Но не только он, но и вообще все остальные египетские боги, когда их описывают как самых добрых, мудрых и великодушных. А через 2 страницы они внезапно творят какую-то лютую дичь. Ну а еще одна особенность мифов Древнего Египта в их законченности. В смысле, вот у древних греков биографию какого-нибудь бога можно восстанавливать по десятку самых разных историй о нем. А вот у египтян все просто. Вот есть такой Сет. Однажды он убил Осириса, а потом ему навалял по щам гор. И теперь он катается по небу вместе с Ра. Конец. Что там было потом? А ничего не было. Боги ж ушли с земли, а значит больше ничем тут и не занимаются. Что можно сказать по итогу? Насколько Сет и компания были лучше или хуже своих коллег из Древней Греции? Ну, как минимум, они были более целомудренными. Не пытались переспать со всем, что шевелится. Мало лезли в дела простых людей и в основном занимались только разборками друг с другом. Но точнее, по сути, только Сет пытался мутить воду и захватить то, что ему не принадлежало. Так что в плане морали древние египетские сверхсущества однозначно выигрывают. Но зато здесь есть другая проблема. Из-за их чрезмерной правильности про них мало что интересного можно раскопать. В основном они только произносили пафосные речи и вырывали друг у друга глаза. Всего хорошего. Не забывайте подписываться на мои другие соцсети, я их активно развиваю. Те, кто хочет посмотреть больше контента, может подписаться на мой ТикТок, в котором я выпускаю короткие интересные видео, и в сообщество ВКонтакте, в котором уже вышел ролик про первого директора ФБР Гувера. Плюс 4 апреля я выпущу туда ролик про самое крупное ограбление банка в Российской империи. И огромная благодарность подписчикам Бусти и Патреона. Спасибо за поддержку.